Дорогие друзья, привет! Спасибо, что смотрите мой YouTube-канал. И сегодня мы говорим про самолеты. И у нас в гостях гости, которые вы очень хорошо знаете, Анастасия Дагаева. Настя, привет! Ради тебя видеть. Привет, всем привет. И мы обычно с ней встречались в программе «Где деньги» на Навальный Лайв. Но вот вы знаете, да, что мы сейчас все сидим по домам, а там очень строгие требования, формат, все должно быть вот буквально там, чтобы не придрались злые продюсеры. Поэтому мы решили просто здесь устроить такой комнатный разговор о том, что происходит в авиаиндустрии, потому что ситуация, конечно, такая абсолютно необычная, практически там до беспрецедентных уровней снизились объемы авиаперевозок. Непонятно, мы вообще когда-то полетим или нет. Вот мы решили устроить такой кухонный чат с Настей и поболтать о том, что в авиации происходит. Вот, Настя, как ты считаешь, что вообще нас ждет? Когда мы полетим ли, и, может быть, авиаперевозки никогда не вернутся после этого кризиса в нормальное состояние? Что Так, скажешь? ну да, настроение твое я понимаю, и, в общем-то, такие мысли довольно апокалиптические, очень многие мои знакомые высказывают. Но, знаешь, все-таки есть здравый смысл, и будем как за последний спасательный круг держаться именно за здравый смысл, который нам говорит, все-таки, что бы сейчас ни произошло, ну, мы говорим о каких-то более-менее реальных сценариях, да, включая вирусы, а авиация останется. Она уже настолько интегрировалась, вжилась в жизнь нашу современную, вообще в общество современное, что без нее, скажем так, ну вообще современное существование невозможно. Поэтому ответ мой, да, если так на общий вопрос, авиация, конечно, останется. Вопрос, знаете, весь дьявол обычно в деталях, как известно, да. И самых распространенных два вопроса, которые я сейчас получаю, во-первых, когда мы полетим, всех это очень волнует. А второй вопрос, по какой цене? Вот, потому что пока это действительно очень такая зыбкая, непонятная почва, и я думаю, что вот есть смысл, наверное, начать с этих двух вопросов, да, если ты не возражаешь. Конечно, ну вот смотри, вот если можно, первый, конечно, вопрос главный. То есть очень многие аналитики сейчас пугают нас какими-то невероятными, огромными взлетевшими ценами на билеты. Ну, скажем так, после того, как все закончится, когда все-таки полеты массово возобновятся, да. Вот что по ценам? То есть это станет как-то запредельно дорого для условного нашего среднего класса, уже недоступно так, как раньше. Что с билетами будет? Ну, смотри, все-таки вот этот вопрос про стоимость билетов нужно всегда рассматривать в связке, как долго продержится вот нынешняя ситуация, понимаешь? То есть, если все-таки это, скажем так, в середине лета начнет активно оживать, это такой оптимистичный сценарий. Если это все затянется и уйдет в зиму, это, конечно, драма. Вот, мы так очень схематично рисуем, да? Если, например, это начинается сейчас или летом, конечно, надо готовиться к тому, что часть авиакомпаний, скажем так, либо исчезнут, либо ужмутся, да, ну, назовем это очень по-простому, и оставшиеся авиакомпании должны будут выживать. Это вот такое тоже слово «выживать». Каким образом они могут это делать и каким образом они это могут делать так, чтобы все-таки пассажир среднестатистический, или, как ты сказал, представитель среднего класса мог себе позволить полет. Во-первых, компании сейчас ужимаются. Они сокращают все, что можно сократить. И главный акцент делается на флоте, на парке самолетов. И я вот вижу огромное количество сейчас информации о том, что ускоренно идут на пенсию или так на списание самолеты, которые, может быть, ушли бы на пенсию через 5 лет, через, может быть, 6 там и дальше, да. То есть будет сокращаться авиапарк, да? Ну, конечно, и более того, на самом деле это можно разглядывать и с точки зрения плюса, то есть будут уходить старые самолеты, которые долго летают, которые менее эффективные, может, там, менее комфортны для пассажиров, для нас, да, то есть в этом реально есть плюс. Второй важный момент, опять же, мы говорим пока про флот, останутся самые эффективные. И сейчас это очень интересный момент, и есть даже такой, как бы сказать, консенсус в отрасли: чем меньше, тем лучше. Все-таки после такого длительного простоя, и который обернется в том числе для многих людей ухудшением их финансового положения, как мы знаем, да, то есть это все идет в связке с экономическими проблемами, пассажиропотока будет меньше.
И, соответственно, гонять огромные самолеты, которые тратят там больше топлива, они дороже в обслуживании, это элементарно вообще совершенно неэффективно. И сейчас, конечно, чем меньше, тем лучше. И в лидеры выходят те самолеты, которые, может быть, раньше были не очень, скажем так, в приоритете. Это региональные так называемые лайнеры. Они аккуратные, они до 100 мест, есть 80, есть 75. И вот сейчас такой консенсус, что они как раз и будут в спросе. Скажи, а сколько, по твоей оценке, сейчас вот мирового авиапарка стоит? То есть, я слышал цифру 70% сейчас простаивает. Можно как-то оценить это? Ты знаешь, я думаю, что с тех пор, эта информация была в начале апреля, с тех пор не думаю, что как-то поменялось. Я думаю, что даже стало больше простающего парка. Вот. Тут очень важно дать одно интересное пояснение, что авиакомпании, те, которые действительно нацелены выжить, они выживают прямо сейчас, в моменте. И что они делают? Огромные самолеты, там, Boeing 37, например, да, очень, оказывается, годится, пассажирский, причем Boeing 37 годится для перевозки грузов. И я сейчас вот и вижу, и разговаривала как раз с пилотами. У меня есть знакомый, он капитан воздушного судна, он как раз управляет Boeing 37, и он говорит, да, мы сейчас вместо пассажиров, в креслах для пассажиров, возим грузы, также закрепляем их, все так же. А грузоперевозки не так сильно упали, да? То есть, они будут больше востребованы, чем пассажирские. Володя, я тебе больше скажу, они не то чтобы не так упали, они выросли. Ничего себе. Грузоперевозки выросли. Ничего себе. Это вот, знаешь, мы говорим про пассажирский авиарынок, да, и он действительно сейчас очень страдает. Но если посмотреть на другую часть авиационного рынка, который, кстати, длительное время показывал очень слабые результаты, это грузоперевозки, он сейчас, можно сказать, ренессанс грузовых авиаперевозок. Вот сейчас мы наблюдаем это. И я недавно тут слушала один прекрасный подкаст Flight Radar 24. И они говорят, знаете, как интересно сейчас устроена карта нашего Flight Radar. Ты нажимаешь и видишь какой-нибудь маленький самолет Cessna 172, а потом нажимаешь и видишь самый большой грузовой самолет в мире Антонов 225. Да. Мрия. Да. То есть вот, собственно, вот такие самолеты в небе сейчас. Это интересно про грузоперевозки. То есть, у них, в принципе, есть сейчас какие-то свет в конце тоннеля и возможности выкручиваться, несмотря на кризис. Слушай, а Суперджамбо 380, он что, все теперь? То есть, его конкурентоспособность вообще под вопросом в этой ситуации? Ну, ты знаешь, это вообще отдельная боль. Этот Airbus 380. Вот. Давай я просто завершу мысль про грузы, и мы с тобой отдельно пострадаем по поводу этого самолета, потому что объективно он такой любимец публики, что называется. Да. Вот, короче, пассажирские авиакомпании, понимая, что все, пассажиров они пока не возят, те же Emirates, например, да, они оборудуют или приспосабливают свои пассажирские самолеты под перевозку грузов. Какие грузы сейчас востребованы? Наверное, очевидно. Это маски, вообще все средства защиты, там какие-то комбинезоны, халаты, в общем, вот это все, что сейчас востребовано в связи с пандемией. Вот. И самое интересное, что все это доставляется из Китая. Вот. Главный производитель средств защиты у нас сейчас Китай. И оттуда просто сплошной вереницей летят огромные самолеты со всем этим добром на борту. Вот. Это один из способов как-то существовать авиакомпаниям. Да? Теперь вот давай действительно про 380 поговорим. Но, надо сказать, Airbus, производитель этого самолета, он уже несколько лет подряд говорит о том, что они собираются прекращать производство этого громадного прекрасного лайнера, потому что все-таки объективно он с экономической точки зрения себя не оправдал. Они его позднее пустили в эксплуатацию, потом, скажем так, внешние экономические факторы все стали играть немножко против этого самолета. И надо сказать, что в 2017 году уже менеджмент Airbus говорил, что мы доделываем определенное количество для Emirates. Emirates сейчас крупнейший эксплуатант этих самолетов, у них там 115, ну, явно больше 100. Вот, самый крупнейший. И мы закрываем эту программу. Но нынешние обстоятельства просто ускоряют этот процесс. Видимо, я пока не знаю, официальных никаких заявлений не было. Airbus просто что-то не будет доделывать. А что касается существующих самолетов, знаешь, в
В свое время Airbus хотел сделать грузовую версию А380, ну, я уж не знаю, там как-то сложились обстоятельства, грузовой версии нет. А на двухэтажном самолете пассажирском неудобно возить грузы, это таскать на второй этаж, там, ну, это ну, вообще просто ад. И поэтому, да, будет ускоренный, ну, скажем так, уход на пенсию этих самолетов. Это очень-очень жалко, потому что 380 это, конечно, один из самых комфортных самолетов, реально, моя любовь, да. Но я правильно понимаю, что вот это не оправдалась ставка на хабовую систему перевозок, когда мы большими вот этими суперджамбо возим из одного хаба в другой, а дальше люди еще куда-то летят, и победила концепция таких прямых среднемагистральных перелетов. Расскажи, пожалуйста. Ну, если коротко, все-таки вот эта концепция хабовая, она существует, и вот Дубай такой самый наглядный крутой пример, как аэропорт в пустыне стал связующим звеном между там Европой, Азией там, и многих других направлений, да. Просто это не так выстрелило, как рассчитывал Airbus. То есть он рассчитывал, что это будет гораздо более круче и более денежно, и более профитно, да. Это первый момент. Второй момент, тут накладывается еще, помимо концепции хабовой, накладывается еще концепция количества двигателей. Это тоже очень интересно. Boeing всегда топил за то, что хватит двух двигателей, а Airbus полагал, что все-таки 4 надежнее. Но двигатели реально сейчас становятся все круче и круче, и поэтому 2 достаточно. И вообще и Boeing 747, и Airbus 380, 4-двигательные большие самолеты, но они просто, что называется, морально устарели в принципе. То есть вот наложилось от этих 2 обстоятельства, и вот эта вот нынешняя ситуация, и она, это утяжеляет конечно, косты, то есть дополнительные двигатели, это утяжеляет стоимость одного рейса. Ну, логично, ты обслуживаешь 2 двигателя или 4. Жалко, 380 я буду плакать. Очень. Я буду Но плакать. я полагаю, что все-таки этот самолет, он не будет вот так, знаешь, прям в одну секунду он не исчезнет. Во-первых, есть Emirates, у которого, как я уже сказала, больше сотни этих самолетов. Во-вторых, есть Катар, да, это такие авиакомпании, которые у них они проповедуют такой очень лакшери путешествия. И именно первый класс, бизнес-класс в таких больших комфортных самолетах это, конечно, самое лучшее. Вот, поэтому они останутся, но меньше их будет. Ну вот к вопросу все-таки. Да, я, собственно, не случайно. Когда мы все-таки, и будет ли шанс полететь у нас еще, да, когда-нибудь. Так вот, что касается цен, то смотри, вот я слышу такой мейнстрим идею, что поскольку будет медленно восстанавливаться рынок пассажирских перевозок и будет низкая заполняемость, им как бы придется повышать билеты на те кресла, которые все-таки будут заполнены. Но я все-таки как экономист и человек, который еще и регулировал цены там много лет, ну, правда, не в авиации, но тем не менее, я могу сказать, что есть, в принципе, другой взгляд, что вполне возможно, чтобы вот это восстановление пассажиропотока ускорить, им имело бы смысл поддерживать все-таки относительно доступные цены на билеты, учитывая простаивающий парк большой. И, в общем, да, может где-то работать в убыток, но зато получать кэш, а вот эти убытки пытаться компенсировать за счет помощи правительств, просто чтобы восстановить побыстрее авиапоток. Не кажется ли такая концепция разумной? Может быть, она возобладает? Ну, смотри, тут помимо экономических знаний просто, ну, такой, что называется, опять же, здравый смысл включаешь и понимаешь, что если у тебя спрос маленький, а зачем, какой смысл ставить, ну, там, дорогой тариф там, или высокий тариф, да? У тебя просто получится, что ты, ну, совсем попадешь в яму, да, и ты все верно сказал, и на самом деле сейчас опять в авиационном сообществе идет, ну, сейчас пока это представлено в виде неких условных весов. На одной чаше весов это то, что ты сказал, падение спроса, избыток, колоссальный избыток самолетов, это прям overcapacity, это прям вообще такая боль на самом деле, и я думаю, что там последствия мы будем долго еще наблюдать. Вот, и третий момент – это падение, скажем так, ну, финансового, ну, или спад, или ухудшение финансового положения тех людей, которые должны полететь. И еще такой очень важный момент – это все-таки восстановление и быстрый возврат лоукостеров, которые, как мы знаем, они вот за счет очень экономичной такой сжатой модели могут давать хорошие ценники. То есть это на одной чаше весов. На другой чаше весов это примерно то, что ты сказал, что действительно, если у тебя
меньше летает пассажиров, но тебе нужно как-то окупить рейс, но ты на это меньшее количество и рассчитываешь деньги. И у тебя как бы получается, что каждый платит по отдельности больше. Вот, это так, как бы такая текущая конструкция, но я вот говорила со всякими там не аналитиками, а людьми, которые вот прям, ну, руководители авиакомпаний. Они говорят, конечно, overcapacity — это всегда низкий ценник. Ну, невозможно при таком количестве избытки самолетов еще ценник задирать. Ну и, кстати, в пользу низкого тарифа говорит дешевая нефть. Это тоже отдельный фактор, который там ИАТА отмечает, да, что вообще-то дешевая нефть — это значит дешевый керосин авиационный, а керосин — это примерно 30% в тарифе. То есть это тоже очень существенно. То есть, вот все эти пугалки, что прям автоматически пропадут, там, автоматически вырастут цены на билеты, это может и не сбыться, и мы не знаем. Есть вот эта развилка в ценовой политике, правильно? Нет, Володь, это вот так вот именно не будет, еще раз говорю, потому что, ну смотри, ну вот у тебя летает людей там на 50% меньше, чем было. Ну вот те, которые, ну вот как-то могут себе позволить. Это чисто, ну по мне, это такой маркетинговый ход даже. Ну, завлеки народ. Вот у тебя начались перевозки, ты как-то их заинтересуй. Ну, а как ты можешь еще завлечь пассажира? Каким-то адекватным ценником. Ценой, да, все правильно. Вот. Есть, конечно, вот эта проблема, скажем так, дистанции, о которой сейчас очень много говорят, да, и ИАТА так посчитала в среднем по больнице, если, например, оставлять пустым среднее кресло, заполняемость, ну, в среднем магистральном самолете 62%. Вот. Это, конечно, низко. И если оставить это так и не давать никаких, скажем, там, может быть, действительно, как ты правильно сказал, господдержки или еще что-то, то тогда ценник должен вырасти на 40-50%. Ну, это нереально. То есть, это мы говорим не о естественном падении заполняемости, а о том, что будет обязательная регуляция, что средние кресла должны быть пустые из-за дистанции, да? То есть, вот об этом речь. Это тоже дискуссионный вопрос. И, собственно, вот более такие сообразительные авиаменеджеры, они на самом деле уже так понимают, что вот это вот свободное кресло, им можно уже играть. То есть, с одной стороны, у тебя все равно не будет заполняемости стопроцентной, ты это понимаешь. С другой стороны, ты не говоришь людям, знаете, у нас тут заполняемость низкая, поэтому мы среднее кресло оставляем. Ты говоришь, смотрите, мы заботимся о вас, мы оставляем среднее кресло, чтобы вы себя чувствовали комфортно, понимаешь? Ну, такая немножко игра слов, немножко какой-то легкий такой, знаешь, ну, не самообман, ну, вот просто другая формулировка. Да? Ну просто я сейчас вспомнила, что Wizz Air, вот это самый такой ушлый, жесткий лоукостер Европы, он, например, уже не исключает, что средний ряд, среднее кресло, если ты хочешь, чтобы это среднее кресло осталось, ну, заплати немного денег, и все, понимаешь? Вот и все. Любой каприз за ваши деньги. Скажи, а какие вообще вот наклевываются сейчас обязательные требования, начиная от того, что я так понимаю, что многие авиалинии сейчас требуют маски весь полет, чтобы были надеты, и какое-то тестирование в аэропортах там и так далее. Вот что ты слышишь на эту тему? Что будет там обязательным или, по крайней мере, массово распространенным после того, как начнут летать опять? Да, сейчас авиакомпании пытаются нащупать вот эту, скажем, адекватное соотношение неких затрат и усилий, с одной стороны, да, а с другой стороны какой-то понятный и, ну, необходимый результат, чтобы вот этих вот сейчас перепугу мер, чтобы их не было избыточно, понимаешь, как бы, как недостаточность, так и избыточность, это всегда, ну, ты понимаешь, это плохо. Соответственно, Emirates, первая из авиакомпаний, сейчас тестирует, ну, пробует, по крайней мере, вводить экспресс-тестирование на ковид перед полетом. И они тут... Ну, я пока, если честно, только один раз прочитала, что они это делали. Вот. И ты приходишь... Ну, я это представила на себе. У меня там хорошее воображение. Хотя тут чего. Ты, значит, приезжаешь в аэропорт, и кроме того, что тебя там пропускают через security control, ты стоишь в очереди на пограничный контроль, понимаешь? И еще третье, чтобы уже совсем было прекрасно, тебе говорят, а давайте мы теперь из пальца кровь у вас возьмем. Понимаешь? Ну вот, если честно, я как-то не готова к этому. Но это эксперимент, да? То есть, это пока эксперимент. Ну, ты знаешь как? Учитывая, что у Emirates пассажирских-то перевозок особо нет,
Вот они рассказывали про полет в Танзанию. Это пока единственная информация Мгм. с их стороны, где они тестили это нововведение, понимаешь? Вот. И там, знаешь, ты так заходишь в выгородку, там все знают, ну там врачи в белых халатах, в масках все. Ты садишься, у тебя берут кровь. Ну это реально, ну чисто так, Ну да, да, да. Это чисто не тот кайф. психологически так некомфортно. Раньше ты заходишь, там садишься в аэропорту в бар, берешь себе капучино там или что-нибудь еще, да, а тут к медикам в кабинет проследуйте. Да, понимаешь, вот эти все запахи больничные, это Да-да-да-да. ужасно, конечно. Всё Вот, как но угодно, это да. попытка, да, это вот отвечая на твой вопрос, и там как, тебе берут кровь, через 10 минут, как утверждается, уже будет готов результат. Но если дальше включить там логику, окей, вот результат. Во-первых, никто не гарантирует, что он 100% верный. Мгм. Во-вторых, если показывается положительный результат, что авиакомпания делает? Понимаешь, вот дальше какие действия? Тебя отстраняют от полета, ладно, а кто тебе вернет потраченные деньги на билет? Да, вот это хороший вопрос, А да. если у тебя встреча, а если у тебя там дела какие-то, куда ты полетел, понимаешь? Как это? А если потом выяснится, что тест был ошибочный, вообще-то, Мгм. неточность, понимаешь? То есть это все очень так сомнительно и очень много вопросов вызывает. Ну, то есть, стоит ждать после открытия опять авиаперевозок, стоит ждать вот каких-то экспериментов таких, да, каждый будут пробовать разное, там, не факт, что будет какая-то единая система. Ну, смотри, сейчас, наверное, будет там, скажем, перевозчики разных стран, в зависимости, опять же, там, от настроя чиновников. Это же Emirates это не делает по собственной инициативе, правильно? Мгм. Это в связке с аэропортом, в связке с официальными там профильными ведомствами. То есть это все клубочек, это не они одни все это организовали, понимаешь? Поэтому я думаю, что так. Будут сейчас вот какие-то попытки понять, а что адекватно, о чем я уже говорила, что неизбыточно и действительно дает результат. Сейчас пока все, те компании, которые продолжают так или иначе летать, они такие, кстати, есть эти авиакомпании, они, вот американские компании, Мгм. они ввели правила. Все в масках, точка. Ничего не знаем, как бы, вот в масках и точка. Весь полет, Да, да? весь полет. Но там, правда, знаешь, так потом приписка. Но во время еды, ладно, так и быть, снимайте. Разрешаем. Не, ну ладно, все равно, даже если вычесть еду, это тяжелая история, вот сидеть, особенно длительные перелеты, у них даже там через всю Америку лететь, это 5-6 часов, да, это тяжелая история. Послушай, опять возникает огромное количество вопросов, да. Во-первых, там, ладно, мы не будем обсуждать там долго и мучительно вопрос эффективности маски. Да, тем более на 5-6 часов там, да, Но да, послушай, дальше возникает следующий вопрос. А если у тебя маленький ребенок? да. Вот представь на ребенка, вот у тебя есть ребенок, представь на ребенка надеть маску там на 5-6 часов, Не чтобы он ее не представляю, снимал. не И не вопил, представляю. и не сидел как зайка, понимаешь? Вот. А пожилые люди, например, с какими-то, не знаю, есть же аллергия, есть еще что-то, да миллион каких-то нюансов, когда, тебе реально с этой маской тяжело. Вот что Да, да. делать? И здесь, мне кажется, вообще я понимаю, что это немножко из области такой нехорошей фантастики, но ты знаешь, у меня ощущение, что вот после вот этой пандемии какое-то время перевозки как будто бы будут для определенного типа Да. людей. Молодых, здоровых, взрослых, понимаешь? Которые могут сдать кровь, там маски нацепить, не снимать. То есть эти правила ведут отсечение для целых групп людей, которые не в состоянии вот так летать, да, просто физически. Пока по ощущениям так, понимаешь? То есть мы говорим про отсечение людей по финансовому признаку, допустим, Мгм. да? И вот, может быть, об этом там тоже есть смысл отдельно проговорить. Но ведь есть еще, на первый взгляд, неочевидный признак. То есть вот если ты молодой, здоровый, там, крепкий, Мгм. и ты понимаешь, что ты выдержишь там и это, вот, ты можешь лететь. А если какие-то есть нюансы, что Да, с этим да. делать? Понимаешь? Кстати, Вот что касается финансового, Вот, то тут поэтому- интересный такой момент, что понятное дело, что эта вся история очень сильно ударит по туризму. Я вот думаю об экономиках тех стран и регионов, которые на туризме и на большом пассажирском авиапотоке держатся. Им же, в общем-то, по большому счету будут кранты.
То есть все эти там условные доминиканские республики и так далее, да, это будет совсем непростая история для них. Ну, на какое-то время, опять же, на какое мы не знаем, конечно, как ты правильно сказал, кранты. Ну, есть просто за какое-то длительное время сложился такой жирный слой туризма, ну, такого, Да, ну, общедоступного, понимаешь? в То есть Турции. хотя бы раз в год Да. люди, семья там. Турция, та же Доминикана, я не знаю, Таиланд, я не Да. знаю. Ну, там много каких-то, скажем так, приемлемых направлений, когда люди уезжали, и там уезжали, в прошедшем времени уже говорим, и могли как-то отдохнуть, да. И этот слой довольно жирный. Вот, и он сейчас, конечно, обмелел. И как долго он будет в таком подавленном состоянии, я вот даже мне сложно прогнозировать, потому что ведь сейчас и все эти чартерные Да. перевозчики, они тоже встали. Понимаешь, то есть это тоже все завязано. И все эти гостиницы, и прочий там сопутствующий сервис, он сейчас тоже как-то, вряд ли он как-то выживет. Ему надо будет время на восстановление. А вот давай поговорим о том, что будет с авиакомпаниями, потому что вот у меня ощущение, что масштаб их проблем по всему миру, я вот не только Россию сейчас имею в виду, он настолько серьезный сейчас, что вот рассчитывать на господдержку адекватную, может быть, они и не смогут. Хватит ли у государств, у правительств вообще денег, чтобы их вот так тотально спасти? Или это будет очень точечно, очень выборочно, и государство не сможет глобально заместить им вот эти потери? Ну, смотри, все, что я отслеживаю по этой теме, она отдельно интересная, потому что как только все вот эти массовые остановки начались самолетов, авиакомпании, там большие, поменьше, разные совершенно, прям однозначно сказали, что, конечно, без госпомощи мы не потянем. Первое, да. Второе, все-таки ты правильно сказал, все-таки государства, конечно, разные, имеют там резервы, и кто победнее, кто побогаче, но все-таки вот так вот взять и спасти авиакомпании в том виде, в котором они были до, ну это вообще даже не обсуждается, понимаешь? И вот я вижу, как совершенно из разных источников дается оценка, что все-таки авиарынок, он сократится вдвое. Он в России сократится вдвое, он вообще по миру сократится вдвое, понимаешь? То есть какое-то прям ужатие, там, уполовинивание, это совершенно очевидно. А что останется, да, и кому государство будет помогать? Ну, тут, конечно, отдельным пунктом идут национальные перевозчики, так называемые. Они в каждой стране есть. И сейчас как раз вот именно в первую очередь с ними ведутся какие-то переговоры. Почему это важно? Ну, для любой страны, как бы, знаешь, там вопросы транспортной доступности или какой-то элементарной безопасности, это важно, да? Вот. И, скорее всего, государства любые, там, в США, там очень тяжелые, кстати, переговоры идут, в Европе, у нас. Конечно, государства все будут смотреть, прежде всего, на спасение, поддержание тех рейсов, которые называются, ну, социально необходимыми, там, или там критически важными, да? Вот. Ну, например, в той же России часть рейсов внутренних, они и до этого датировались, понимаешь? То есть без всякой пандемии. Ну, дальние перевозки, да, вот из европейской части на Дальний Восток, да. Не только дальние, есть еще по европейской части. Нет, там большой на самом деле набор направлений, которые российское правительство датирует уже довольно давно. Вот, и возвращаясь, да, и, например, я смотрю, как в Америке, там American Airlines, Delta и вот эти там крупные стали контактировать с чиновниками, а им там выдвигают условия. Там как? Деньги будут выделять на то, чтобы авиакомпании не увольняли персонал, понимаешь? И деньги как бы выделяются на зарплату. Там прямо отдельная программа. Вот именно на поддержание того, чтобы авиакомпании сейчас не устроили массовое увольнение. Дальше. Самое интересное, что даже эта сумма не целиком идет просто так. 70% дается субсидия, а 30% очень выгодный дешевый кредит. Представляешь? То есть вот так. И еще интересный момент, что американские власти, ну там как раз профильные регуляторы, авиационные регуляторы, указывают, что, как условно говоря, залогом вот этих 30% являются акции компании. То есть, если что, государство немножко акций себе возьмет. Какая-то не один...
Ну, это Да, понятно, не да. один в один, но какая-то схема по вхождению в капитал, например, обсуждается, или, по крайней мере, обсуждалась между Люфтганзой и правительством Германии, понимаешь? По-моему, Люфтганза сказала: нет, мы не хотим, мы отказываемся. Что сейчас, мы пока не знаем. Такой глобальный вывод из этого, что помощь будет, но, конечно, спасти авиаперевозки, как мы их знали, она далеко, там, не то Нет, что в полном объеме не нет, сможет, да, то есть падение нет. будет все равно большое. Да, Скажи, а да, вот что ровно у это. нас? То есть я видел такие грустные комментарии от основателя S7 Филева, который говорит, что вот примерно такая вот помощь нужна, чтобы авиаотрасль спасти, но шансы на ее выделение близки к нулю. То есть, возможно ли такое, что у нас реально останется один Аэрофлот в результате, и вот эти, ну, относительно крупные частные перевозчики, там S7, Ural, Utair, так или иначе, ну, если они не перестанут существовать, но их роль существенно сократится. Вот как ты это видишь? На первый взгляд, в самом начале, скажем так, вот этого ада, какая-то вот такая картинка, она сразу сложилась в голове. Но с течением времени она трансформировалась. Во-первых, Аэрофлот, как ни парадоксально, пострадал сильно больше, чем предполагалось, и, может быть, даже по сравнению там с другими авиаперевозчиками сильнее, существеннее. Они заземлили гораздо больше парка. Почему? Потому что у Аэрофлота очень мощная, раскатанная маршрутная сеть международная, понимаешь? То есть у них очень много уходило на эти вот зарубежные маршруты. И они сильнее всего пострадали от закрытия границ, да. Ну, как сильнее всего, они их просто остановили, понимаешь? Все 94 направления Аэрофлота вот сейчас вот на холде, все перекрыто, понимаешь, как бы. Вот. Интересно, что у S7 международных рейсов было, понятно, там сильно меньше. У Utair еще меньше. У уральских авиалиний это чартеры, понимаешь? И получилось так, что просто отрезали существенный кусок очень прибыльной, крутой, ну, как сказать, маршрутной сети. Вот. Теперь, значит, отрезали внешние перевозки, да? Что у нас остается на внутреннем рынке? Как ни парадоксально, но вот именно S7 чувствует себя довольно уверенно, потому что S7 потратила много времени и ресурсов на то, чтобы раскатать очень много направлений из Новосибирска в сторону Дальнего Востока. То есть у них вот Сибирь, у них Дальний Восток, и там, надо сказать, что господствует S7, понимаешь? А там, как мы знаем, внутри России перевозки официально же не остановились. На самом деле ты можешь пойти и полететь куда-нибудь. Если из дома Собянин выпустит, то могу, да. Ну, я говорю так, допустим, помечтаем, да, из разряда. Вот, то есть официально внутренние перевозки в России не остановились. Вот о чем речь, понимаешь? Они сократились в силу тех обстоятельств, что просто реально пассажиропотока меньше стало. Ну вот все перестали там так массово летать. Ну вот так, чтобы официально запретили внутренние перевозки, у нас нет. И вот возвращаясь к твоему вопросу, да, то есть получается, что S7 пострадала, но существенная, я сейчас не буду по процентам, я просто не знаю, какая-то часть этих перевозок осталась внутри страны. Такой крутой сети, такой прям уже раскатанной, например, у Аэрофлота нет. У него все равно все завязано на Москве, понимаешь? Многие направления из Москвы, международные, внутренние, то есть он здесь доминирует. А у S7 второй базовый крутой аэропорт — Новосибирск, понимаешь? Вот если ты был бы жителем Новосибирска, ты мог бы купить билет и полететь, Да, я не знаю, во Владик, например. Понимаешь? Вот. Знаешь, такая история, хочешь, я тебе расскажу? Это моя боль. Я из Иркутска, и, соответственно, я там время от времени интересуюсь, как там обстоят дела. Я говорю: а как у вас там полеты есть? Говорит: да, у нас полеты есть, говорит. И из Москвы даже есть. Говорит: приезжай, говорит, к нам. Я говорю: так, ладно. Говорит: но дело в том, что специально для москвичей введен 2-недельный карантин. Местные это типа ладно. Ты понимаешь? Местные, говорит, ладно. А москвичам, если ты ты из Москвы, ты москвич, ты на 2 недели должен уйти должен в карантин. Причем там, что приятно, выделили очень хорошую 4-звездочную гостиницу в Листвянке для москвичей, понимаешь?
Так что вот. Но для жителей других регионов и городов такого нет, да? То есть это именно для Москвы такой подарок. Нет, Володя, это только для москвичей. Скажи, а ты вот мне рассказывала, что ты сейчас общаешься с какими-то волшебными людьми из другого мира, которые сейчас где-то вот летают, да, вот буквально в эти дни. Для меня это тоже вот, фантастика. Что сейчас вот происходит в аэропортах, там в полете, вот что необычного появляется в результате? Да, я очень жадно все это собираю, потому что мне кажется, все-таки, знаешь, читать апокалипсис от СМИ это круто, вот, но всегда очень важно смотреть, а конкретно какие есть кейсы и вообще, что на самом деле происходит, да, а не через десятые руки. И вот у меня есть какое-то количество знакомых, которые живут в Европе, и, например, знакомый, живущий в Женеве, слетал в Лондон. Да, говорит, аэропорт Женевы пустой. А в Лондоне, в Хитроу. Это вот прямо сейчас все происходит, да? Вот прямо в эти дни. Да, ну вот, в начале марта он летал. Мая. Мая, прости, да, мая. Ну вот 4 мая, если быть точнее, вот оно, свеженькое. Да. Вот, да, абсолютно. И при этом он там сравнивает с концом апреля, начало мая уже выглядит лучше. Представляешь, ну там такая интересная цифра, что в конце апреля в самолете было 15 человек из Женевы в Лондон, а сейчас уже 40. Ну, то есть вот майский рейс, понимаешь? А что новое, да, или там на что он обратил внимание? Ну, во-первых, к слову про цену. Он сказал, что цена ниже среднего. То есть он довольно часто летает по этому направлению, и он говорит, видишь, что цена ниже среднего. То есть все-таки они дают дисконт, да, чтобы заполняемость как-то чуть-чуть поддержать. Ну, конечно. Ну, это логично. Вот и я думаю, что будет ровно так. Понимаешь, какое-то время будет так, чтобы хотя бы вернуть людей. Потом могут отыграться, конечно. Вот. Но поначалу не будет зверств. Разметки. Везде эти черточки нарисованы, не стой близко, 2 метра. Ну и вот он тоже отмечает в Женеве, все четко. Все стоят, 2 метра, все норм. В Лондоне всем по барабану. Я, говорит, уже сам стоял в очереди, специально, говорит, от впереди стоящего отошел на 2 метра и, говорит, строго поглядывал на того, кто был позади меня. И тот человек вроде как бы сторонился, а потом все равно раз и, говорит, приблизился. То есть людям реально, ну вот, понимаете... То есть народу много, это Хитроу, да? Народу много там, да? Да. Но там, знаешь как, там половина терминалов закрыта, понятное дело, из тех, которые есть. Да, там людей, говорит, побольше, но все-таки подавляющее большинство в масках, более того, в каких-то защитных мощных костюмах ходят. Вот. У него, он не мог себе купить маску до поездки и сам себе сшил из марли и ваты. И пошел самодельной этой маской. Как мы делаем, вот 100%. У меня где-то висит тут вот такая. Абсолютно. Вот. Он обратил внимание, что в самолетах никаких, как он сказал, казенных средств защиты нет. То есть вот что есть у тебя, то и есть. И интересный момент, что если в конце апреля регистрировали через место, прям официально на стойке регистрации там смотрели, то, говорит, в мае уже все, садили в соседнее кресло. Вот. Но в силу того, что просто мало человек в самом салоне, он отсел, понятное дело. Но каких-то, вот знаешь, централизованных правил нет. Все на откуп здравому смыслу человека. То есть я думаю, как вот мы говорили, да, что это похоже на то, что все будет в таком экспериментальном режиме тыка, да, определяться. То есть кто-то что-то будет пробовать, какие-то требования, там где-то они не будут так массово работать. То есть посмотрим, да, непонятно вообще, как это будет выглядеть. Непонятно. Но что касается вот именно авиационных регуляторов, я пока не вижу там ни одного такого, знаешь, чтобы это было как закон или какой-то норматив, или хотя бы какое-то временное постановление. То есть вот сами компании принимают какое-то решение, вот, например, те же американские. С 4 мая все, кто летит в масках, компании централизованно сами это приняли. Все. Это не их там местная Росавиация приняла. И как какого-то международного процесса там по линии ИКАО или какой-то другой, да, вот нету, да, чтобы выработать какие-то универсальные требования? Нет, потому что, ну, послушай, во-первых, все еще в процессе, понимаешь? То есть вот оно еще идет. Ну, невозможно сейчас установить правила, которые там цунами снесет через неделю, потому что что-то новое мы узнаем про этот несчастный вирус.
да, это первое. Второе, все-таки, ну, не ИКАО, уж тем более не ИАТА, это просто, скажем так, ассоциация перевозчиков, да, Мгм. они не Мгм. уполномочены навязывать свои правила каждой стране. Но они рекомендации могут дать такие универсальные. Типа вот у нас специалисты тут поработали. Рекомендации, там, какую-то аналитику такую, знаешь, выжимку, что вот смотрите, как бы, какая общая практика, имейте в виду, знаешь, вот, то есть вот что-то такое, то есть вот так вот насадить, сказать, так, все, сегодняшнего дня, там, я не знаю, маски зеленого цвета, там, и перчатки розовые, там, из разряда, такого, конечно, нет. Да, понятно. Понятно. Вот. Ну, Мгм. честно говоря, такая довольно мрачная картина. Вот ты назвал важную такую цифру, что вдвое, скорее всего, упадет рынок перевозок. Я по России могу добавить, мне кажется, что здесь новый удар по всему этому нанесет. Вот сейчас главный удар нанесла остановка сообщения из-за ну, принудительных мер правительства по карантину. А мне кажется, второй удар будет от резкого падения покупательной способности, который мы пока еще не осознаем и власти не осознают. То есть, Ну, мы с тобой уже говорили об да, этом, и да. правильно, нужно отдельно это проговорить. То есть будет шок спроса. Люди не смогут просто покупать билеты, потому что будет съедена денежная подушка, и ничего не останется, и покупательный спрос резко упадет. Мы пока не понимаем, как. Покупательский спрос упадет, это первое, да, и даже, кстати, ИАТА проводила опрос, это в середине апреля было, и там был вопрос очень простой, там вот после пандемии, когда вы полетите, вот как скоро вы вернетесь к полетам. А 60% решили подождать год и больше, а точнее нет, так, полгода, и как, ну, до конца года вот этого, то есть подождать, да, это с точки зрения такого психологического или эпидемиологического. Но 70%, то есть помимо вот этого, скажем, такого фактора пандемии, там, вируса, да, 70% ответили, что они отложат полеты до стабилизации их финансового положения, понимаешь? То есть это главный фактор – это личное финансовое положение людей. Да. Ну, это очевидно, да. То есть авиаперевозки там, ну, за исключением, может быть, каких-то необходимых там пожилым родителям или еще как-то, это все-таки не предмет, не услуга первой необходимости. Вот. Да. И поэтому, конечно, на чем можно сэкономить? Ну, вот сэкономят. Это вот на авиаперевозках. Скажи, пожалуйста, а вот следующий вопрос. А что будет с авиапроизводителями в этой ситуации? Вот мы говорили о том, что сейчас один из выходов – это просто быстрее выводить старый авиапарк, да? А новые самолеты вообще кто-то в такой обстановке будет покупать сейчас или нет? Ну, Володя, сам-то ты как думаешь? Кто? Ну, я бы не стал. Нет, смотри, с одной стороны, я бы не стал. С другой стороны, конечно, если бы я вот работал там в правительстве какой-нибудь страны, да, то я прежде всего озаботился бы поддержкой даже не самих авиаперевозок, а вот именно авиапроизводителей, потому что, ну, они должны дожить как бы до лучших времен, иначе вот если они просто позакрываются, восстанавливать эту сферу будет очень сложно потом. Ну, что я вижу по авиапроизводителям, надо сказать, тот же Airbus, он в феврале закрыл свое китайское подразделение, но очень скоро его открыл. Мгм. То есть вот пока таких вот, скажем, заявлений о массовом закрытии производств или каких-то прям линий я пока не встретила. Вот. Это говорит о том, что все-таки есть какой-то запас прочности. Он может в чем заключаться? Ну, как известно, заказ самолетов, он же не вот так, что сегодня ты, а ну-ка Да, куплю конечно. себе там Конечно, самолетик, а конечно. завтра тебе упаковали и принесли, да? Это очень долгие контракты там на несколько лет. И, соответственно, эта очередь, она довольно большая. И вот сейчас я думаю, что все авиапроизводители там совместно с лизинговыми компаниями, да, смотрят, а насколько эта очередь проредеет, понимаешь? И уже исходя из этого будут смотреть, сколько производить. Это первая история. Вторая история, все-таки лизинговые компании – это финансовые институты, и они, ну, как сказать, я думаю, так, с точки зрения, опять же, разума понимают, что сейчас все валится, но ведь будет и обратный эффект, понимаешь? Да. То есть сейчас все резко сокращаются, ужимаются, от всего отказываются, а потом, может быть, уже обратная волна. И поэтому, да, сейчас что происходит? В мире существует несколько очень крутых площадок для хранения самолетов. Они в пустыне. Прям такие огромные площади, и там стоят самолеты. И я думаю, что часть какого-то флота, такого годного, просто будет законсервирована, есть как бы процедуры, и они будут стоять, ждать своего звездного часа.
Ну, я Вот что просто касается да, производителей, они, конечно, сократят просто, ну, у них есть какое-то производство в месяц. Ну, понятное дело, сократят. Я не думаю, что будут останавливать. Ты вообще классную вещь сказал, что сейчас ты, конечно, можешь сократить, а потом как это все восстанавливать. Это цепочка сложнейшая из подрядчиков, субподрядчиков да, там, и да, так да. далее, да? Да. И поэтому в каком-то базовом, минимальном состоянии это нужно поддерживать ровно для того, чтобы потом не получить еще большую проблему. Вот Вот и все. я сейчас вижу ситуацию как, что мне кажется, вот поправь меня, если я не прав, что авиакомпании должны, во-первых, искать способ воспользоваться форс-мажором, чтобы часть вот этих уже законтрактованных партий на ближайшие годы все-таки как-то немножко подурезать, потому что не нужно им Подешевле. столько нового парка. Или Да? подешевле, Ну, да? либо Ну, подешевле, либо по количеству. Да? И второе, что, конечно, с новыми заказами, вот мне кажется, сейчас те переговоры, которые еще не закончились контрактом, с ними сейчас будет, мне кажется, вообще беда. Вот что ты думаешь об этом? ну, мы, конечно, я думаю, еще увидим какие-то, ну, может быть, даже конфликтные публичные истории. Суды Почему? там всякие, Потому да. что и суды, возможно, это не исключено, потому что вот эти все контракты на самолеты, они все очень хитрые, там же есть функция там или опция форс-мажор, и вот там начнется такая битва каких-нибудь крутейших юристов, которые на этом неплохо заработают, Да, хоть да, да. кому-то, да, повезет. Вот, но я тут про EasyJet читала, очень интересно, это тоже один из таких классных лоукостеров европейских EasyJet. Основатель этой компании устроил публичную, очень жесткую выволочку наемному топ-менеджменту. В чем проблема? Этот топ-менеджмент какое-то время назад заключил контракт на поставку Airbus'ов. Я не помню модели, но это не смысл. Смысл этой истории не в этом. Я думаю, что или 320, или 380, 350, не 380, но неважно. Вот, и этот контракт оказался таким, что его невозможно ни разорвать, ни перенести, ну ничего. И вот этот Молодец. вот, да, и, по-моему, там 20 самолетов, понимаешь, и он там просто негодует и говорит, отмените этот контракт. А эти говорят, а мы не можем. И Airbus говорит, ну, сори, мы подписывали, ничего не знаем. И это, конечно, очень серьезная история, он прям там грозится уволить этих топ-менеджеров, он на них подал в суд, он там как-то грозится Airbus, то есть это целая драма, надо сказать. Хотя EasyJet, если действительно вот ему правильно ужаться, и в том числе отказаться от таких вот ненужных сейчас контрактов, этот перевозчик выглядит неплохо. С точки зрения кэша и резервов кэша, кстати, лоукостеры выглядят сильно лучше, чем традиционные авиаперевозчики, к слову сказать. Это тоже интересный феномен. Это, видимо, потому, что они не настолько погружены вот в какие-то капиталоемкие инвестиционные инициативы, да, то есть крупные, скорее всего, много денег вкладывают, и это убивает денежный поток в значительной степени. Не так? Я думаю так. Все-таки традиционные авиаперевозчики, на них навешано большое количество каких-то сервисов, понимаешь, там, накорми, напои, там, еще что-то. Ну, в общем, ну, вот это вот стандартная модель, да. И она все-таки, это затраты. Лоукостеры, да, лоукостеры говорят, не кормим, не поем, радуйтесь, что вот посадили и везем. Довезли вас из точки А в точку Б, и все, да. Скажите спасибо. Все, и не гундите из разряда, да. И поэтому у них просто, ну вот, они, как, знаешь, как такие хищники, они поджарые, очень быстрые, понимаешь, если надо прижмутся, если надо там очень гибко куда-то пролезут и так далее. Они вот хищники на рынке авиаперевозок, и они довольно живучие. Я посмотрела тоже официальную статистику, например, EasyJet, Ryanair, Wizz Air, вот это 3 крупнейших европейских лоукостера, у них вот резерв кэша, ну, каких-то ресурсов, на которые они могут существовать в режиме заморозки, чуть ли не на год хватает, понимаешь? Сохраняя базовые какие-то там потребности, ну, оплачивая пониженную зарплату персоналу необходимому и так далее, понимаешь? Почти год. У Люфтганзы это месяц-два. И лоукостеры же будут, скорее всего, быстрее всего возвращаться на рынок, именно лоукостеры, так? Но они, по крайней мере, так заявляют. Если послушать топ-менеджеров этих всех лоукостеров, ты знаешь, прямо они как-то готовы воевать за пассажира. И причем, да, и ценой, и я уж не знаю еще чем, но, в общем, они как-то настроены, да. Но это для нас хорошая новость. Это значит, что не обязательно будет втридорого платить за билет после открытия. Да? Володя, это в Европе, это не у нас.
Вот, а что у нас в результате? Вот эти наши бравые проекты по развитию авиастроения и Сухой, Суперджет и МС-21, мы вот сейчас говорили, что новые самолеты – это штука, которая непонятно, нужна ли кому-то вообще, да, но вот что, у них теперь Не до совсем этого не это будет непонятно, перспективы? кому были нужны, правильно? Ну да, да. То есть они, как Так, мы с тобой говорили, где деньги, что они не выходили на необходимый объем производства, чтобы себя окупить. А вот как сейчас? мне кажется, они даже сами не знают, если честно. Ну, давай попробуем, опять же, Да. просто включив какую-то логику и здравый смысл, попробуем сами Да. как-то поразмышлять, да. Как мы и знаем, наш весь российский авиапром – это такая государственная большая история. Он на 100% принадлежит правительству. И, соответственно, все субсидии, все дотации, все возможные способы поддержки, финансовые и нефинансовые, все идут со стороны государства. Известно также, что ни Суперджет, ни уж тем более МС-21, который, скажем так, еще на этапе развития, он такой цыпленок еще только вот оперяется, да, он, понятное дело, оба этих проекта не зарабатывают деньги. Ну, скажем так, не окупают себя, да. Вот, в ситуации, когда у тебя стал колом авиационный рынок, когда у тебя не то чтобы МС-21, у тебя Airbus и Boeing не летает, и непонятно, что с ними будет. Понятное дело, вот эти авиапроизводители и России, кстати, Китая тоже, но это ладно, отдельно, они находятся еще в более проигрышном положении. Кажется так, да? Да. Но мы дальше поразмышляем. Сейчас происходит очень, я пока не могу дать оценку, скорее это выглядит в негативном свете, но непонятно, как повернется, да. Сейчас идет очень мощная сепарация авиационного рынка. Вот все как будто бы, знаешь, замыкаются в своей стране, в своем регионе и как будто бы, отделяются, понимаешь? Угу. И, соответственно, авиаперевозки, вот если они, кстати, будут восстанавливаться, они будут восстанавливаться внутри какого-то определенного региона, вот. Соответственно, если предположить, что, допустим, российский рынок тоже как-то начнет восстанавливаться, и, допустим, мы сейчас с тобой фантазируем, да, появится необходимость в самолетах, допустим, и эти самолеты будут российскими. Ну вот что мы видим? Во-первых, смотри, я тут дам очень важную, интересную цифру. Я сама, если честно, удивилась. Я не поленилась, полазила очень подробно в истории Flight Radar 24, прям потратила там время, Да. и посмотрела, какие самолеты у Аэрофлота летают, какие не летают. Так вот, удивительно, у них очень много не летает Boeing 737, вот эти среднемагистральные, но половина парка суперджетов летает, понимаешь? Сейчас. Да, летают, причем по России, понятное дело, да. То есть они летают внутри страны, у них лизинговые платежи в рублях, понимаешь? Вот. Да, это существенный момент, да. Они в обслуживании дешевле, вот. И вот та самая концепция, чем меньше, тем лучше. Вот и все, понимаешь? То есть ситуативно, я сама, еще раз говорю, я была поражена, когда вот увидела эту фактуру. То есть, я правильно понимаю, что ты хочешь сказать, что вот эта 100-местность, она сейчас является неким конкурентным преимуществом? Ну да, то есть, когда меньше у тебя, когда у тебя там не 120, не 150 пассажировместимость, а 100, да, то есть это заполняемость получается... выше, да. Да, я, знаешь, поговорила с одним авиационным этим управленцем, он сказал, шикарный антикризисный самолет. Понятно. Ты понимаешь? Я искренне поразилась, и он объяснил, говорит, лизинговые платежи в рублях, сейчас нефть дешевая, топливо, соответственно, дешевые, поэтому вполне себе как бы тоже бьется экономика. Да, это вот, кстати, тот самый случай, без шуток, когда девальвация национальной валюты реально дает производителю каких-то сложных товаров преимущество. Это правда. Вот, да. И поэтому вначале ты картинку одну смотришь, а потом начинаешь добавлять вот пазлы какие-то, да, или обстоятельства так складываются, вроде бы против тебя. Получается, картинка трансформируется уже в какую-то, условно, позитивную картинку. Чуть сложнее. Да, но я, правда, все равно думаю, что мы еще не осознаем масштабов шока на потребительский спрос от всего этого кризиса. И я думаю, вот это будет главная проблема. Хотя интересно вот услышать, что Суперджет, у него есть свои преимущества в этой
такой темной всей истории. Да, как неудивительно. Есть, более того, есть, я вот просто тоже дам комментарий, есть перевозчик Азимут, у которого только суперджеты. У него их 12 в парке. И я специально тоже посмотрела, сколько летает. 10 из 12. И причем наяривают по несколько рейсов в день. Я поразилась, Ростов-на-Дону, Элиста, какие-то вот такие направления. И я все думаю, а кто там летает? Хоть приехать посмотреть вообще. Да. Так интересно. Ну и раз мы уже заговорили о Суперджете, не могу, конечно, не спросить о катастрофе, годовщина, которая вот недавно была в Шереметьево. Я не знаю, ты, наверное, видела интервью пилота, который первый раз за год там заговорил. И он такие довольно жесткие вещи говорит во время следствия, что они, в общем, не расследовали поведение самолета, если так упростить, да, а в основном сразу только его личное действие. Не знаю, вот ты как-то сможешь это прокомментировать, или там много непонятного еще все равно? Сложная, очень такая серьезная ситуация. Ну, вообще, эта авиакатастрофа, она, скажем так, оголила очень много вещей, о которых вообще стоит подумать и, на самом деле, как-то проговорить их, да, пускай не в каком-то широком публичном пространстве, может быть, обыватель не все поймет, это он не обязан там разбираться там, в каких-то нюансах. Но по мне, для авиационного сообщества это очень важный повод все-таки понять следующую вещь. Во-первых, конечно же, вопрос обучения. Да, вот внутри каждой авиакомпании поговорить про обучение. Я буду подчеркивать 3 чертами, сейчас не дается оценка плюс или минус, хорошо или плохо. Вот просто тупо темы, которые действительно есть смысл обговорить. Да. Вторая история, это вот, конечно, взаимодействие. Когда происходит вообще авиакатастрофа, ты знаешь, есть такой принцип швейцарского сыра. То есть это когда очень много-много-много кусочков швейцарского сыра, они все немножко с дырочками. Если ты накладываешь, да, как бы должно по логике вещей случиться так, что ни одна дырочка не накладывается на одну на другую. Вот. Но бывают ситуации, когда даже когда ты много кусков этого швейцарского сыра накладываешь, одна дырка вот проходит вот так вот, понимаешь? Это вот, как это говорят, там концепция швейцарского сыра, это как раз вот причина авиакатастроф. Ты вроде бы накладываешь слой один на другого, чтобы минимизировать вот эти, вот, знаешь, все косяки, но все равно иногда бывает так, что эти дырочки накладываются. И вот здесь на самом деле взаимодействие авиакомпании, авиапроизводителя и властей, понимаешь? Сейчас, что мне не нравится в этой ситуации, это мое субъективное там такое ощущение, мое внутреннее ощущение, да, там я не вдавалась ни в какие там технические подробности. А сейчас идет не попытка как будто бы расследовать произошедшее, а идет как будто попытка найти просто крайнего, понимаешь? Вот тупо кто крайний, как бы, да? И есть ощущение, что как будто бы этим крайним хотят сделать пилота. Он в этой ситуации, возможно, самое незащищенное звено. Но тут очень важно следующее. Учитывая, что здесь очень много участников процесса, по крайней мере, компания, сам пилот, там, производитель, власти, да, вот взять и выгородить там, отдельно взятого пилота или отдельно взятую авиакомпанию или еще кого-то, ну невозможно. Вот тут очень важно, если действительно расследование делать объективным. Сейчас, кстати, я все-таки хочу пояснить, вот этот у МАК на сайте висит отчет, и он предварительный. Финального еще нет, это очень важно, значит, еще процесс не завершен, да? Чтобы не было вот этого перекидывания, понимаешь? А когда можно ждать финального отчета, МАК? Хороший вопрос, я не знаю. Тут какой важный момент. Буквально на днях я читала новость, что функции МАК передали Росавиации. И это затянет как минимум все, да? Я на своем микроскопическом уровне просто поясню, это не имеет никакого отношения прям конкретно к этой авиации, но все-таки, чтобы было нагляднее, да? Но вот так устроено, что в самолете ничего не работает идеально. Это вот факт, с которым надо смириться, потому что самолет тоже делают люди. Я летаю на очень маленьком самолете Тикнам 2008. Он сразу после завода, то есть новехонький. И вот когда мы стали летать, у него стала заедать закрылка. Понимаешь? Заедает закрылка. Вот. Если у тебя нет правильной конфигурации закрылки, тебе тяжелее садиться. То есть, там возникают моменты довольно серьезные, да? И когда мы это обнаружили, инструктор отдельно выпустил предупреждение: на этом самолете не работает закрылка. Имейте это в виду. Понимаешь? Понятно. Мы продолжили летать. Мы этот самолет эксплуатировали, просто зная, что
как бы есть нюанс с закрылкой. Его просто надо держать в голове. Вот понимаешь, как это все устроено? Тут очень важно, как бы пилот должен понимать не только, как самолет работает в хорошем, нормальном состоянии, но и как он работает в каких-то других состояниях. Я еще раз подчеркну, я сейчас не говорю про суперджет. Я тебе просто говорю общую практику, как это все-таки устроено. Да, я понял, но вот важный момент из этого интервью, что он сказал, что вообще с переходом самолета Суперджет в Direct Mode, то есть в ручной режим, это не очень отработано. И что когда это случалось, то другие летчики тоже говорили о том, что управление неустойчивое. Да. Что мне не понравилось, и на самом деле, что очень важно вот в этом интервью, да, он также сказал, что они в основном отрабатывали этот Direct Mode на тренажерах. Да, тренажеры это всегда идеальные условия, которых никогда нет в жизни. И второй момент, что это никогда не было, вот так, чтобы... Если честно, я вот не знаю, насколько в авиакомпаниях практикуются прям на живых самолетах вот на вот эти все штуки. Ручные режимы, да. Да, поэтому мне вот сложно тут говорить. Возможно, там действительно больше на тренажерах. Да, я вспоминаю, помнишь эту вот знаменитую печальную катастрофу над Атлантикой самолета, который летел 330-й из Рио в Париж, да? Да, когда потом они выяснили, что причиной был недостаток тренинга по работе с отключенным автопилотом на больших высотах. То есть они как бы на больших высотах отключают, и дальше как бы он сам. А ручного управления, то есть был дефицит подготовки ручного управления на больших высотах. Вот, видишь, то есть эти все драматические события, они вот просто по идее, то есть тут как это правильно там один мой друг-пилот сказал, не стоит задача найти, кто виноват, как бы, да, стоит задача понять, а что случилось, и сделать так, чтобы в будущем это не повторялось. Но наши советские следователи, может быть, немножко по-другому смотрят на это. Да, тем более непонятно, где они вообще сейчас. Были в майке, сейчас в Росавиации. Кто этим занимается... Я понял тебя. Ну что, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы уже час говорим, и чтобы не мучить уже зрителей, мы продолжим обязательно. Интересно будет фидбэк услышать от вас, друзья. И мы говорили с Анастасией Дагаевой о том, будем ли мы летать когда-то вскоре и на каких условиях. Ну, вроде и на чем. Но вроде не так пессимистично все получается. То есть какой-то выход виден, хотя, возможно, он не будет таким быстрым, легким. Вот. Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо тебе, были отличные вопросы. Приглашай еще. И подключайся еще, будем рады еще поболтать. Да, это канал Владимира Милова, обязательно подписывайтесь, и мы скоро с вами снова увидимся.